Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня с вами проклейка пола переднего ряда сидений. То есть под самими сиденьями мы проклеивать не будем. Будем вот там, где ноги, и по максимуму зайдем на моторный щит и обязательно на арки. Это обязательно. Ну, что предполагаю сделать? То есть, во-первых, мы поднимаем заднее сиденье. Сейчас оба поднимем, чтобы у нас здесь освободилось место. Всю эту автохимию тоже вытащим. Далее мы будем с вами откручивать передние сиденья. Тут 4 болта на 14. Будем откручивать ремни здесь слева и справа. Тут тоже болты на 14. Потом будем снимать вот эти центральные накладки. Также накладки порога и арки. Далее снимем вот эту вот консоль. И после этого будем с вами вот так вот сворачивать коврик. Сиденье мы отбросим туда-назад, на задний ряд. Когда будете снимать сиденье, обязательно не забывайте про проводку, которая под сиденьями. То есть у меня под пассажирским сиденьем проводки нет. Проводка есть под водительским. Обязательно не забываем ее отцеплять. Ну, либо обесточив автомобиль и выждав несколько минут, либо после 15, вернее 16 минут после выключения зажигания. Что если этот датчик связан с компьютером, он у нас не повредил компьютер, так как компьютер засыпает через 16 минут после выключения зажигания. Ну так, поехали демонтировать. Так, вот сиденье пассажира у нас снято. Оно перемещено вот туда, назад. Вытаскивать его совершенно не обязательно, если речь идет только о передней части салона. Все, дальше мы, как всегда, сдергиваем вот эту вот резиночку. Вот так вот. И начинаем отсоединять вот эти вот накладки. Тут у нас остались клипсы, не забываем их потом выдергивать, вставлять сюда, чтобы обратно все это зацепить. Все, отцепляем вот эту вот накладку. Сейчас тоже резинку с той стороны я сниму. Ну и данная накладка у нас по образу и подобию тоже отцепляется по направлению от себя. То есть она держится вот тут на двух клипсах. Вот сейчас мы пластик перенесем в багажник и будем отгибать данный ковер. Все, что нужно, мы уже демонтировали. Теперь один интересный нюанс. Чтобы снять вот эту обивку всю переднюю, нужно сделать вот здесь надрез. Без надреза она у вас не снимется, потому что здесь печка, перегородка и все что угодно. Это штатное решение. Это не какой-то выдуманный колхоз. Все, сейчас надрезаем и будем закатывать. Показываю. Все надрезали. Начинаем скатывать. О, сколько тут вибры. И шумка прилипшая на вибру. Сейчас я двумя руками это сделаю и продемонстрирую, что уже у нас под полом. Вот такая картина у нас предстает. То есть в ногах водителя все очень сильно завибрено. Прям сплошным куском. Под сиденьем, скажем так, послабже. А здесь вибры нет вообще. То есть сейчас я буду, кстати, подпятничек. Отличное решение. Сейчас я буду пытаться по максимуму вот этот войлок
как-то временно демонтировать или просто как-то его подогнуть, чтобы под ним по максимуму все провибрить и, конечно, провибрить саму арку. В нескольких местах, в двух, разрезал шумоизоляцию, чтобы она у нас смогла закататься вот сюда, смогла закататься вот сюда. Теперь у нас есть максимально возможный доступ к непосредственно арке и к моторному щиту, ну и здесь подножное пространство. То есть сейчас будем все это дело мыть, обезжиривать и будем прикатывать вибру. Вибру настройка, весь расход и типы материалов я укажу в описании к ролику, как всегда. Вот таким вот образом прикатали вибру, сняли, значит, вот эту штуку под ней, тоже кусок вибры, то есть цельный кусок у нас лежит вот так вот, и небольшую часть присобачили здесь. Вот, соответственно, на арку у нас пошел многослойный материал Comfort Mat. На панель тоже, а вот здесь внизу под ногами у нас будет акцент STP, акцент Premier шестерочка, как у нас в заднем ряду пассажиров. Вот все, сейчас будем акцент примерять, кроить и наклеивать. Снимаем вот эту вот часть в районе бензобака и ручника. Тоже завибрили, чуть-чуть зашумели и затеплили. Все, поклеили мы шумотеплоизоляцию, акцент. Там у нас, напоминаю, Comfort Block Shot. Многослойный материал с мембраной. Все, теперь эту сторону закрываем. Переходим ко второй.